Волга заряженная, наряженная. Сейчас мы порвем очередную BMW. BMW теперь можно наутиль. Вот это старт, друзья! Мы ее сожрали, друзья! Да, да! Настоящий монстр отечественный. Суровый отечественный автомобиль. Ты с Волгой заедешь? Не. Так, друзья, воскресный день. И сегодня вас ждет необычный выпуск. Сегодня у нас в гостях Волга. Старая отечественная Волга. Проект, который мы вам сейчас покажем, это по сути наш отечественный Мустанг. Волга заряженная, наряженная на все бабки. Готова ехать и побеждать. Встречайте! Сейчас мы, друзья, подберем для этой Волги пару очень интересных соперников. Поехали! Какая турбина у тебя здесь? Холсет 40-й. Друзья, это настоящий монстр, отечественный монстр. Таких проектов действительно немного, с такой глубокой доработкой. Также напоминаю, что машина на сликах, я так понимаю, это Микки Томпсон, да? Да. Банда, сейчас мы порвем очередную BMW. Один такой. F30 335 на заднем приводе, Stage 2. Короче, каратель сейчас будет наказан жестко, бескомпромиссно. Волга — это машина, которая не шутит с соперниками. Прощай, каратель, прощай. На заднем приводе наказан в точку. Корпусов 5, 6, 7, я не знаю, трудно сосчитать, друзья, но бэха повержена. Что, каратель повержен? Да. Ну что? Ну понятное дело, что если слики висят, то значит все хорошо. Волга — это тебе не BMW. Это серьезный аппарат. Это, наверное, да? Я не знаю, наверное, обычный волговский мотор. Расскажи, пожалуйста, про свой BMW. 335 BMW, полный привод, Stage 2, выпуск, шитая коробка. Дядя Андрей, BMW или Волга? Волга 100 пудов. О, 335 прыгнула. И мы ее сжираем. Ебать, он пошел, блядь! Стой, сука, остановись! Слушай, ну это очень круто. Мы ее сожрали, друзья! Да, да! Волга снова на коне! Ну что, как тебе старая неедущая Волга? Блядь, отлично. BMW теперь можно на утиль, понял? А ну ладно, ну тут что, тут до 400 сил, блядь. Ну, это было интересно, блядь. Ты с Волгой заедешь? Не. Серый, а ты с Волгой стрельнешь? С Волгой? Да. Ты что, смеешься, что ли? Ты не равняй ее, Паша.
Соперником будет Мустанг на компрессоре, порядка 600 лошадиных сил. Так, расскажи, пожалуйста, про Мустанг, сколько сил? В машине сейчас на данный момент 669 сил. Это с компрессором. Да, это с компрессором. Стоит вторая стадия компрессора, Stage 2. Так, если что, ты здесь модные колеса прикупил, да? То 3/8, друзья, резина. Очень цепкая, для драга самое оно. Вот так вот он выглядит, Мустанг. Да ладно, это заводской компрессор, Вот он, верно? компрессор. Стоит кучу денег. В Как и сама тачка. Пуск доработанный. Вот. Как-то так. Вот сейчас она едет квотер 12 секунд. Так, друзья, я сел сзади, чтобы был лучше зацеп, потому что машина заднеприводная, ось задняя. Вот это старт, друзья! И Мустанг сразу сзади. Волгу просто качает во все стороны. Пол корпуса проиграли. Ну что поделать, ничего страшного, но в любом случае Волга валит просто космически. Ну, чуть-чуть мне ходоря не хватило. Мустанги — это отечественный Мустанг. Я не знаю, на стенде не мерился. Ну, блин, ну 500, я не знаю. Ну 500 может и есть. Прет она у тебя реально офигенно. Настоящий монстр отечественный, Годзилла, русская отечественная Годзилла. Скажи, пожалуйста, сколько времени заняла постройка такого проекта? Постепенно, ну, строю уже где-то лет 6. А почему именно Волга, там, например, не Жигули, не какие-нибудь там другие марки? Не знаю, она мне напоминала американский мускулкар. Видите, как, друзья, сейчас воюет отечественный маслкар против заграничного. С Волгой заедете? С Волгой? Да, с Волгой. Задом только. Юра, привет, с Волгой стрельнешь? Чего? Это владелец корвета Александр. Саня, привет. Как дела у тебя? Ничего. Саш, тут приехала зловещая Волга с Николаева. В каких-то таких очень широких катках. Вон, кстати, она стоит. Ну, попробуем, что? Рубанем с ней? Напомни, пожалуйста, сколько сил в машине у тебя? 430 так и осталось пока. Вот это да, друзья, мы впереди. Корвет на банане сидит. Как? Я не знаю. Волга победила, она реально может, друзья. Вот это вот отечественные рухи, отечественные марки, они могут, когда хотят. Если стоит вопрос надрать задницу американским спорткаром, Волга с этим справляется. Саш, скажи, пожалуйста, сколько вот по цифрам реально едет квотер корвет? Сейчас поехали очень хорошо, поехали 12.3. Вчера вот я с Мустангом с Белым заезжали, с Аней 12.09. Ага, 12.09. Представьте, какие цифры едет желтый корвет. Вы видели, буквально не хватило нам кузов полтора, чтобы объехать вот этот зловещий советский автомобиль. Big yellow piece of plastic all up on my head. 12 years later, you gon' show me to the kids. Know my music timeless, I don't even need a red. Корвет в продаже. Кого интересует покупка корвета, пишите в личные контакты нам. Волга, стрельнешь? С какой Волгой? У меня ж нет машины. Ну, забежишь, может? Могу. Бегаю быстро. Нормальный ход. Get your wig split, you little stupid ass bitch. Shit, got a lot of bullets in my motherfucking clip. Got a lot of grind in the... Так, друзья, сейчас будет заезд с Теслой P100D, самый быстрый, самый нафаршированный в линейке. Ох, ё-моё!
Это был заезд с Теслой P100D, самой мощной в линейке Tesla. Ничего мощнее нету. К сожалению, мы проиграли корпуса 3. Но что поделать? Не хватает турбинки побольше и вдуть чуть-чуть больше. Привет, с Волга стрельнешь? Да, привет, давай. Что за Тесла? Да. Сколько сил мне там? Ну, сложно сказать, но больше 600 прыгает. Ой-ой-ой, погнали с Волгой. Давай. О-хо-хо, вот это бой! Вот это бой, друзья, и Тесла отстает. Тесла проиграла 3-4 корпуса, друзья. Очень серьезно поехала Волга. Как тебе дикая Волга с Николаева? Да, Волга сильная, однозначно. Ну, по ней как бы сразу видно, там по задним колесам все уже понятно. Кто кого? Ну, Волга корпус, он так, наверное, 2 точно уехал. Вот так вот мы разорвали Теслу. Последние технологии от Илона Маска, друзья. На сотку чуть-чуть не хватило нам. Да, на сотку не хватает, но P85D вот самое оно. Олежа, с Волгой стрельнешь? Конечно, братуха, на 402 метра едем. Навезешь Волгу? 100%, две будки будет за мной. Следующим соперником для зловещей Волги будет Audi TTS на Stage 2. Сколько сил мне, Витя? Машина была на первом стаже 3,8 ехала, сейчас она едет 4 на втором. Что-то здесь... Это реально хуево, ребята. Может быть, по механике проблемы, не знаю. Витя, рубанешь с Волгой? Да, конечно. Это же наш советский элитный престижный автомобиль. Мне уже страшно. Она быстрая, да? Да, ну так нормально едет. Нормально. Так, ну давай, Витя. Давай. Все представители ВАГ болеют за Витю, а я пошел болеть за Волгу. Давай, Витя, удачи. Спасибо. I'm like, who you with? She unit in the house, yeah, that's my clique. Yeah, I'm down with a nigga from the old school. From the dance floor, nigga doing old moves. I don't give a fuck, I do what I want. Ты за Волгу или за Ауди? За Бэху? Бэха же не тащит. Тащит. Ты за кого болеешь? За Волгу или за Ауди? Ну тогда за отечественный производитель, конечно. Вот это старт. И ТТС повержена. Напоминаю, ТТС стоит целую кучу бабла, тем более она на стейдже, то есть она доработанная на полном приводе. Но ничего она не смогла сделать с Волгой, с нашей отечественной Волгой, друзья. Витя, ну шо? Ну, 4,2 поехал сейчас. Тащит Волга. Что, объехали, да, Греция немножко там? Много, немного? Он под конец начал тормозить, но он объехал там на корпуса 1,5. Слушай, да, он едет охуенно. Но ты не гонял с Волгами еще? Андрюха, как тебе отечественный маслкар? Злой навез просто всех сегодня. Братан, ты красавчик. Я за тебя болел, наверное, поэтому. Молодец, респект. Здорово. С Волгой рубанешь? Рубанешь. Ребят с Николаева приехали, говорят, что Волга валит. Отечественная техника, говорят, что типа дадут прикурить сюбарям. Посмотрим. Погнали? Да. Накидаем 5 на капот пацанам. Ага. Николаевский. Так, сейчас будет заезд Subaru WRX STI, Stroker Kit 2.2, турбина от Покемона, надутая. Тачка, в принципе, едет очень прилично. Ну да. Но я думаю, что у Subaru нету шансов. Лично мое мнение. Сейчас посмотрим. Посмотрите, что творит эта волжанка! Слушай, ну старт был просто ракетный, реально красава, блин. Слушай, ты из пятерки выезжаешь 5 секунд? Сколько едет 0-100? Последние замеры, которые были 4,5, ну
настоящий суровый отечественный автомобиль. It ain't all angels and halo. Soon as the night falls, I'll be back on my angle. One black crow lands on the dining room table, beckons the last souls to do the dance of the fatal. Серега, привет. Привет. Уже приехала Волга с Николаева. Зарубишь? Ну, попробовать можно. Сколько примерно сил? Ну, между 400 и 500. Угу. Ну так это нормально. Так. Когда разбег всего лишь 100 сил, ну это как бы нормально. Зловещая Волга из города Николаев. Против нашего одесского Сереги из ССГ Custom. Не хватило слегка волжанки. Ланч от Сереги на полном приводе и его Legacy, где там плюс-минус 100 сил в теории, да, 400-500. Не осилили, но, подчеркиваю, это действительно супер мощный противник. Одна из самых быстрых машин на 6-м километре. Серега, скажи, пожалуйста, какие лучшие цифры у тебя по квотеру? Средний 11. 11 валишь? Средний 11. А 0-100? Это 3,6. Скажи, пожалуйста, ходят слухи, что ты полностью весь мотор собрал сам. Да. Собрал сам и подвески, и моторы, настройка Смит с Одессы, Вемс, Моск. Короче, машина не только отечественная, но еще и собрана, друзья, отечественными руками. Человек сам сидел в гараже и сам собирал эту тачку. Это действительно достойно уважения. Итак, сейчас добираемся к сердцу этого монстра. Смотри, у тебя здесь воздушного фильтра нет вообще. Ну, я снял. То есть, чтобы... Когда ездили на повседнев, то ставлю. Получается, турбина 40-й Холсет. Да. Это аналог 35-го Гаррета. Вот это вот голова от 2 GZ, правильно? От первого GZ. А пенек 3-литровый. Форсунки 2200 cc. Регулятор, гейт, радиатор, кулер. Слушай, ну стало как вот по-родному, как будто оно здесь... Растворочка, потому что с этими колесами растворочка должна быть, мотор не выворачивать. Компоновка реально обалденная. Стало как будто мотор по заводу здесь, в принципе, планировался. Все четко. Я не любитель вообще BMW, но вакуумник у меня с 39-й BMW. С миру по нитке и Волги много побед. Тормозилочки с Lexus 4-поршневые, Lexus GS, легенькие диски и, естественно, полуслик Микки Томпсон. Вот так вот после жарких заездов нужно поливать все интеркулеры, все масляные радиаторы, просто все, чтобы машина остывала. Вот. Здесь у нас, я так понимаю, интеркулер идет еще на коробку охлаждения, на все. На каком давлении у тебя колеса? Сзади 0,8. Сзади, да, 0,8. Ну, если впереди были бы слики, то можно 0,6 прогреть, и тогда ее не будет окидать. А так 0,8 где-то под 0,9. Да, друзья, вот так потому вот это выглядит. Потому что сильно на них штивает. Вот я машину качаю. Ага. Вот. На старте вообще просто нереальные какие-то ощущения, то есть жопу носит во все стороны. Вот, но что не сделаешь ради хорошего зацепа. Что это мы такое подливаем? Спирт? Антисептик. Антисептик. Чтобы машина не заразилась. Там какая-то злая подвеска. Вот. Так, друзья, давайте посмотрим, что у нас внизу. Это 2 топливных насоса, полуслейки. Все от GZ, от морковника. Давайте посмотрим, что у него внутри. Так, друзья, опа. Тахометр, датчики, давление топлива, температура масла и еще какая-то температура. А вот этот датчик пуста зашкаливает по кругу. Это нормально. На этой замечательной ноте наш ролик подходит к концу. Волга валила на все бабки. Показалась с лучшей стороны, объехала корвет. Это действительно настоящий уровень, друзья. Чуть-чуть проиграла Мустангу, но извините, там под 700 лошадиных сил. Вот. Наказала Audi TTS с полным приводом легендарным, со всеми делами на Stage 1.
Поэтому, друзья, я более чем доволен результатом. Спасибо тебе большое за участие. Твоя тачка просто ракета. Вот. Я надеюсь, что ты в ближайшее время поставишь еще больше турбину, чтобы она вообще какая-то была, я не знаю, Звездных войн. И мы полетели с тобой в новую галактику. Рвать P100D, который мы проиграли, и остальных. Как без заездов ничего мы не доработаем. Надо к чему-то стремиться, ездить сильными, а не слабыми. Ставьте лайки, друзья, подписывайтесь, комментируйте. Всем пока.